6-7. Минимум 10 вот таких вот блистеров. А вот она, одна из самых крутых страниц в альбоме. Всем привет, меня зовут Юля, и вы на канале Panini World наклейки и карточки, и это моя самая дорогая коллекция, которую мы сегодня с вами заполним. Конечно, не без дополнительного блистера, а сколько конкретно было блистеров, с помощью которых и получится закрыть эту коллекцию, и на какую сумму получилась эта коллекция по итогу, я скажу в самом конце этого видео. А пока что давайте еще насладимся распаковкой карт Stranger Things This is Our History. Здесь нам попадается лимитированная карточка с майком, она повторная, и меня это не удивляет. И еще целых 4 пакетика, ребята, 4 пакетика наслаждения. Давайте же приступать. Итак, первый пакетик. Вау-вау, у нас начинает Макс. Вот такая вот переливашка. Дальше, о, класс. Класс. У меня вот такие вот попадались очень редко карточки, поэтому я очень рада. Здорово. Карточки, конечно, на высшем уровне в этой коллекции. И о потраченных средствах, да, я совершенно не жалею. Потому что, мне кажется, это просто лучшая коллекция, особенно лучшая коллекция по Stranger Things, которая у меня когда-либо была. Я с нетерпением жду, когда мы все это с вами вставим в биндер и посмотрим, как в общем смотрится коллекция. А пока что наслаждаемся картами. Вау, вот этот разворот, я вам немножко про него расскажу чуть позже. Это мой самый-самый любимый разворот. Класс номер 1. Это обозначение у нас первого сезона. Вау, какой крутой Лукас. Класс. А мы продолжаем, да? Так, здесь у нас из первого сезона 11. И вот такие еще 2 карточки. Ребята, ну что, мне не терпится все начинать вставлять в биндер. Поэтому я, может быть, немножко тороплюсь. И здесь мы видим Дастина. Боже, какой классный. Кстати, мне кажется, что вот эту карточку как будто бы я вижу в первый раз. Здорово, потому что все остальное, что мы сейчас смотрели, мне попадалось ранее, это точно. Ну, они все просто супер классные. Ребята, если вы хотите пройти этот путь и посмотреть подробно, какие же карты попадались, я обязательно прикреплю ссылочку под видео на короткие видео-шотс. Пожалуйста, переходите и наслаждайтесь этой коллекцией. А пока что дайте мне несколько секунд, чтобы все разобрать, и мы приступаем к самому интересному. И у нас все готово. И мы добавляем целые 3 лимитированные карточки. Ребята, а это мои повторные карточки, их много, и я открыта для обмена, потому что мне не хватает только одной карточки с Eleven. Так как коллекцию я собирала во Франции, здесь Дастин шел в стартовом наборе, а вот эти 3 лимитированные карточки можно было поймать вот в таких блистерах. И только Eleven шла сразу в боксе с картами, которые, к сожалению, я почему-то упустила. Поэтому, если у вас есть Eleven и есть желание поменяться, пожалуйста, пожалуйста, напишите мне. Ну, а мы идем дальше с вами и начинаем заполнять наш альбом. Давайте посмотрим. Значит, первые 3 разворота у нас будут посвящены первому сезону. И, кстати, это единственный сезон, которому посвящено больше всего разворотов. У остальных сезонов у нас будет всего по нескольку разворотов. Ну что, давайте смотреть, что же нам попалось в первом сезоне. И этот разворот для меня оказался очень счастливым, потому что все недостающие карточки мне попались. Давайте их вложим. Ребята, ну какое приятное начало заполнить целый разворот. Давайте посмотрим, что же будет дальше. Итак, и здесь у нас тоже очень много карт. Давайте посмотрим, получится ли здесь у нас также успешно все заполнить.
Ребята, но здесь не хватает только единственной карточки, номер 10, но ничего, я все равно очень-очень рада. Итак, последний разворот для сезона номер 1. И здесь у нас вот как много карт, давайте их тоже добавим. Ребята, ну всего одной карты не хватает, это действительно очень хороший результат. Ну а мы с вами подходим ко второму сезону, и здесь у нас будет целых 2 разворота. Напишите, пожалуйста, в комментариях, с какого сезона вы влюбились в Stranger Things, с какого сезона вы вообще узнали о Stranger Things. Что касается меня, я была полностью поглощена этим сериалом уже с 1-го сезона и ждала выпуск каждого сезона с большим нетерпением. И здесь у нас будет 4 новые карты, добавим их. А здесь у нас очень много карт, что, скорее всего, заполнится сразу целый разворот. Давайте посмотрим. Ребята, ну наконец-то мы с вами подошли к моему самому любимому развороту, который называется Fan Art. И как вы видите, это уже не просто скриншоты из сериала, а это целые художественные интерпретации Stranger Things. Давайте на них посмотрим поближе. Они голографические, они переливаются. Эти арты, кстати, сделаны специально для коллекции в стиле постеров, иллюстраций. И, конечно же, обычно вопрос, да, всем интересно, откуда же эти арты. И Panini заказывают такие арты обычно у приглашенных художников, либо используют лицензированные фан-работы. Но, конечно же, все эти работы официально оформлены. Но просто загляденье, какие же они красивые. Давайте их добавим тоже на эту страничку. Я собрала практически все. Ребята, вы знаете, у меня такое чувство, что мне вот эта карта тоже попадалась. Кто внимательно смотрел мои шотсы, напишите, пожалуйста, видели ли вы у меня эту карту. У меня просто так много уже этих карт, что они раскиданы по всему дому, и я думаю, все ли я их собрала. Ну что, а мы идем дальше. Дальше у нас будет целых 2 разворота с 3-м сезоном. Давайте посмотрим, что же попалось. И здесь у нас целых 6 новых карт. Давайте их добавим. Ребята, ну достаточно успешный разворот. Не хватает всего лишь одной карты. Так, ну а здесь у нас целых 7 новых карточек. Давайте их тоже добавим. 6-7. Мне кажется, отлично получилось. Давайте посмотрим. Здесь у нас уже 4-й сезон. Кстати, вот карточка с номером сезона мне попадается, ну, крайне-крайне редко. Давайте посмотрим, попалась ли в этот раз. А, нет, к сожалению, здесь только 5 карт. Давайте дополним ими страничку. И здесь целых 8 новых карт. Опять нам не хватит всего одной карточки до завершения этого разворота. Ну что, поехали. Ребята, а вот она, одна из самых крутых страниц в альбоме.
и она посвящена Hellfire Club из 4-го сезона. Давайте на них посмотрим поближе, какие они необычные. Они сделаны в стиле рок и метал постеров 80-х и прям идеально передают атмосферу Эдди и их клуба D&D. Какие же они атмосферные, голографические, просто потрясающие. Давайте же их скорее добавим на эту страничку. Ребята, но вот так вот идеально у нас получилось, заполнен полный разворот, и обратите внимание, что чем ниже карточки, тем они становятся мрачнее, как в целом и сам 4-й сезон. Ребята, я здесь подумала, они такие красивые и очень перекликаются с картами фэн-арт. Напишите, пожалуйста, ваше мнение, вам вообще какие больше понравились, фэн-арт или все-таки в стиле Hellfire Club. Очень интересно ваше мнение. Ну а что, у нас с вами по сезонам заключительный разворот, посвященный 5-му сезону, он всего лишь один. Давайте его добавим и будем двигаться дальше. Ребята, вот так вот мы с вами закончили первый лист и уже переходим ко второму, где нас с вами ждут наконец-то параллели этой коллекции. Параллельные карты у нас в этой коллекции представлены в 3 видах. Это Basic карта, давайте называть Silver карта и Gold карта. Конечно, они очень редко встречаются, и забегая вперед, мне попалось всего лишь из этого огромного множества, да, а сколько я вскрыла блистеров, я скажу в конце видео и на какую сумму. Итак, мне попалось всего лишь 3 или 4 Gold карты и всего лишь 2 Silver карты. Итак, на первом развороте у нас с вами будет Eleven и Майк. И как я поближе поднесу, обратите внимание, как интересно сделано. Это такое взросление каждого персонажа. Мы видим, какой он был, например, Eleven в 1-м сезоне, какая она маленькая была девочка, и какой сильной девушкой она стала уже в 5-м сезоне. И так для всех наших основных героев. Ну что, давайте посмотрим, что попалось на первом развороте. Итак, а здесь у нас вот так много карт. И как раз очень хорошие примеры, чтобы посмотреть, как же выглядит эта Silver карт и как выглядит Golden карт. Помимо этого есть еще специальные металлизированные карты, как здесь. И вот это вот первая Eleven. Ну что, давайте их дополним в разворот и будем смотреть дальше. Ребята, вот здесь вот, кстати, очень интересный пример, и мы можем увидеть, как они отличаются, так как мне здесь попались все 3 вида. Наверное, это всего лишь единственный пример, когда мы можем увидеть, как действительно выглядят эти карты. Давайте смотреть дальше. На следующем развороте у нас идет Дастин и Лукас. И, как мы видим, здесь мне попалась всего лишь одна параллель с Дастином. Но карт в целом достаточно много, может быть, получится заполнить целый разворот. Давайте проверять. Ребята, ну а дальше у нас с вами идет Лукас, Уилл и Макс. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой ваш любимый персонаж, больше всего вам понравившийся в сериале. А мы пока что заполним этот разворот. И мы с вами завершаем раздел с основными героями последним разворотом, где у нас представлены еще дополнительные герои, которые у нас прошли через все сезоны, можно сказать, сериала. И, кстати говоря, здесь Стив, мне он очень нравится, попался мне вот в такой вот золотой версии карты. Давайте их добавим.
Ребята, очень хорошо, что для каждого из них сделали хотя бы по одной карте, потому что их вклад в сериале тоже был очень-очень большим, и без любого из них, возможно, не было нам так интересно. Если вы считаете, что какой-то герой был пропущен и его не внесли сюда, пожалуйста, напишите в комментариях, а мы с вами идем дальше. И дальше у нас с вами очень интересный блок, посвященный старшей школе Хоукинса. И здесь у нас с вами будут все карты металлизированные. И мне кажется, что вот в этом блоке вся такая вот школьная атмосфера, команды, стиль, форма. И мне кажется, это прям возвращает в начало сериала, когда все еще казалось более нормальным. Ну, до всех этих событий, да, очень вайбово, особенно если вы любите первые сезоны. Давайте их добавим. Очень красиво получилось. А дальше у нас с вами идет блок на целых 2 разворота. И называется он «Монстры и изнанка». И мне кажется, здесь все становится таким более темным, еще более атмосферным. И как мы видим, у нас здесь с вами все основные существа, сцены из Upside Down и достаточно напряженные моменты. Мне кажется, карточки здесь действительно выглядят реально круто. И мне кажется, даже немножко крипово, но за это мы и любим Stranger Things. Давайте их добавлять. Здесь не хватило всего лишь одной карточки с 4-м сезоном. Ну ничего, мы с вами идем дальше. И переходим к очень интересному развороту с атмосферой 80-х. И здесь, мне кажется, прям ощущается такая ретро-эстетика, будто листаешь старый журнал из 80-х. И мне кажется, очень классно, чтобы они не добавили не только персонажей, но и такой культурный контент. Ну и давайте мы его тоже добавим в альбом. Ребята, ну и все, мы с вами подходим к концу. У нас последний блок, это культовая классика, очень стильный и немного нишевый раздел, но мне он прям очень нравится. Давайте посмотрим, что нам здесь попалось. И здесь целых 5 новых карт. Давайте их добавим. Ребята, вот такая вот у нас с вами получилась коллекция. 13 евро стоил стартовый набор. Минимум 10 вот таких вот блистеров мы с вами открыли на коротких видео. Каждый блистер по 8 евро. И мне все еще не хватает целых 39 карт. Ребята, это на сайте Panini порядка 20 евро. Это минимум 113 евро, чтобы завершить коллекцию. Пожалуйста, делитесь своими результатами, если вы собирали эту коллекцию. Сколько вам понадобилось, чтобы ее завершить. Конечно, коллекционирование – это боль, но это очень приятная боль и после себя оставляет очень много классных, хоть и повторок. Вот так вот много повторных карт. Если кто-то хочет поменяться, пожалуйста, пишите мне. Вот так вот много лимитированных карт. Но мне все равно очень все нравится. Я очень рада, что у меня была возможность собрать эту чудесную коллекцию. Пожалуйста, если вам понравилось, ставьте лайк, рекомендуйте друзьям, подписывайтесь. Смотрите и другие мои видео по Stranger Things. А пока что, пока-пока!